третий день аренды автомобиля на Кипре мы отправились в город Пафос. Наша цель – увидеть всемирно известный археологический парк. Это большой музей под открытым небом, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся остатки множества сооружений от первых столетий нашей эры до раннего Средневековья. А на самом деле мы могли бы не увидеть всю эту красоту, если бы не одна счастливая случайность. В 60-х годах прошлого века здесь вели сельскохозяйственные работы и случайно нашли часть древней мозаики. А что ты находил у себя на огороде? А мозаики здесь действительно представляют большой интерес. Большинство из них выглядит как геометрический рисунок, но на некоторых можно увидеть целые сцены. Например, вот сюжет, посвященный охоте. А на этой мозаике бог Дионис обучил людей искусству виноделия. Он передал свои знания Икарию, но посоветовал быть осторожным. Однако Икарий напоил вином 2 пастухов. Те опьянели и убили его. Невероятно ценные руины археологического парка можно разглядывать часами, но лучше начать это делать с самого раннего утра, потому что наибольшая площадь музея, как уже сказано, под открытым небом, а солнце на Кипре довольно беспощадное. Кстати, наряду с очень древними здесь есть и довольно современная постройка. Это британский маяк XIX века. Вторая точка на карте Пафоса, которую стоит увидеть, называется Гробница царей. Это большой некрополь, вытесанный в камне за сотни лет до нашей эры. Он также входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на название, здесь хоронили не царей, а скорее местную элиту. Ну, в общем, людей пафосных. Ну ничего себе гробницы, скажете вы, прям целые дома. И будете абсолютно правы. Дело в том, что за несколько сотен лет до нашей эры считалось, что гробницы усопших должны полностью имитировать их дома при жизни. А так как хоронили здесь знать, то сами видите. Говорят, что раньше здесь было все заполнено золотом, но постепенно разграблено. Но несмотря ни на что, эти лабиринты действительно завораживающие, и посетить их обязательно стоит. Но мы возвращаемся из Пафоса, чтобы увидеть легендарное место. Знакомьтесь, Петра Туромио. В глубокой-глубокой древности именно на этом пляже из пены морской вышла сама богиня красоты Афродита. Ну а сегодня его топчут ножки сотен современных Афродит. И это неудивительно. Место действительно волшебное по своей красоте. Побывать на Кипре, не скупаться здесь – это очень большое упущение. Кстати, недалеко от пляжа есть таверна. Цены там не самые демократичные, зато вид лучше не придумаешь. Наконец, завершив третий день своих автопутешествий по Кипру, мы решили по-рыцарски. Недалеко от Лимассола находится замок Колосси. Это средневековая крепость, предположительно XIII века постройки. Толщина стен башни превышает метр. Благодаря этому она устояла во время землетрясений прошлых веков. Кстати, есть еще интересная легенда, связанная с замком Колосси. Одно время в замке была резиденция командора, рыцарей-госпитальеров. И здесь же производили традиционное кипрское изюмное вино. Собственно, с этого и пошло знакомое нам название вина – командария. Но давайте еще поговорим о Лимассоле. Это второй по величине город Кипра, но нас он больше заинтересовал своим местоположением. Отсюда удобно путешествовать по острову. Итак, что такое Лимассол? Конечно же, это в первую очередь классные песчаные пляжи. Отдыхать здесь одно удовольствие. Найдутся и всевозможные развлечения.
Но, кстати, будем честны, заход в воду на пляжах Лимассола приятно далеко не везде. Часто под водой скрывается каменистое дно. Имейте это в виду. Ну и само собой, в Лимассоле есть что посмотреть. Первая достопримечательность – средневековый замок в центре города. Эта крепость была построена еще где-то в X веке, но за свою жизнь несколько раз перестраивалась. Но в историю замок вошел как место, рядом с которым произошло венчание самого Ричарда Львиное Сердце с его возлюбленной Беренгарией. Сейчас, как вы видите, внутри цитадели размещен музей Средневековья. Ну а если уже оказались в центре, то прогуляйтесь по старым улочкам Лимассола. Кстати, интересный факт. Лимассол – винная столица Кипра. В конце лета-начале осени здесь проходит традиционный праздник вина. Это масштабный фестиваль, где можно за символическую плату дегустировать сколько душе угодно. Действо очень интересное. Да, кстати, если не смотрели первую часть наших приключений на Кипре, то обязательно переходите по ссылке выше. А с Лимассолом историческим соседствует и современный. В центре города находится благоустроенная набережная Молос. Шикарное место для расслабленных вечерних прогулок. Ну и последнее место, которое мы рекомендуем в Лимассоле – эвкалиптовая роща, которая раскинулась вдоль пляжа. Море, солнце, запах эвкалипта. Здесь приятно проводить время. Кстати, мы во время своего отпуска удачно выбрали отель. Он называется Парк Бич, и его изюминка в том, что с территории выходишь прямо в эту рощу и через нее на пляж. И давайте еще поговорим про гастрономические традиции Кипра. Друзья, мизе – это потрясающая кипрская гастрономическая традиция. Это не одно какое-то блюдо, а около 20 блюд, которые приносят постепенно, начиная от закусок и заканчивая десертами. В данном случае нам принесли греческий салатик и 3 соуса, один из которых, ну, конечно же, всем известный цацики, любимый греческий соус. Нам принесли еще это халуми, традиционная колбаска, луканика и бекон. Потом еще были долма, крокеты, картошечка, овощи. Ну и в конце принесли несколько мясных блюд, включая сувлаки, греческий шашлычок. Что еще попробовать на Кипре? Рекомендуем стифадо, нежнейшую говядину, тушеную с красным вином, шефталью, местные котлетки в органической оболочке, как привычные нам купаты. Ну и куда же без старой доброй греческой мусаки? Кто не в курсе, это вкуснейшая запеканка с мясом, овощами и соусом бешамель. Но и морепродукты здесь тоже отведать можно. Например, мы несколько раз вкусно ужинали в популярном местном сетевом ресторане Ocean Basket.
Что касается напитков, то в первую очередь остров, как вы уже поняли, славен вином. Кстати, здесь есть интересные винные бары, где можно дегустировать и местные, и не местные напитки. Ну или купить бутылочку. Цена начинается от нескольких евро и практически до бесконечности. Есть даже особо ценные экземпляры. Из безалкогольных напитков у киприотов, которые те еще кофеманы, популярен фраппе. Это бодрящий холодный кофе. Ну и, конечно, повсеместно можно брать свежевыжатый апельсиновый сок. И да, кстати, в некоторых тавернах еще принято дарить гостям вкусные комплименты. На этом наше жаркое путешествие заканчивается. Выводы довольно лаконичны. Кипр – это круто. Здесь есть где поплавать, что посмотреть, практически нулевая преступность и очень много вкусной еды. Это идеальный остров для отдыха, ну не считая пары нюансов. А точнее левостороннего движения и очень сильной жары и влажности летом. В общем, до скорых встреч. Подписывайтесь на этот канал, потому что мы вам подарим еще массу интересных идей для вашего отпуска. Ставьте лайки и пишите комментарии. До скорых встреч!